Всем огромный привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Меня зовут Любовь, и в этом видео я вам предлагаю связать шаль крючком. А если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Итак, шаль я буду вязать из пряжи Yarn Art Flowers Vivid. Пряжа Flowers Vivid – это продолжение линейки, любимой многими летней полухлопковой пряжи с градиентом. Отличие этой пряжи от Flowers в особой палитре, отличающейся очень яркими неоновыми прокрасами. С Flowers Vivid очень легко работать, а носить изделия из нее вообще одно удовольствие. Благодаря ярким оттенкам и переходам цветов изделия, связанные из Flowers Vivid, смотрятся очень эффективно. В мотке у нас 250 грамм и 1000 метров. Состав все тот же: 55% хлопка и 45% полиакрила. Шаль буду вязать крючком номер 3. Шаль называется Пим-Пим. Схема есть в интернете в открытом доступе. Схема достаточно простая, легко вяжется, быстро запоминается. Раппорт данного узора составляет всего 5 рядов. Мы с вами провяжем 11 рядов вместе, каждый ряд попетельно. Далее вы будете повторять с 7 по 11 ряд. Для вашего удобства в описании под видео я оставлю тайм-коды, по которым вы с легкостью перейдете на нужный вам ряд. Итак, если вам понравилась такая шаль и вы захотите связать ее вместе со мной, тогда ставьте лайк этому видео, и мы начинаем. Итак, для начала делаем первую рабочую петельку на крючок удобным для вас способом. И набираем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вставляем крючок в первую петлю и провязываем соединительный столбик. Далее мы начинаем вязать первый ряд, провязываем 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Вставляем крючок в центр круга и провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Делаем одну воздушную петлю и сюда еще раз провязываем столбик с одним накидом. Далее провязываем 2 воздушные петли. Сюда же в центр круга мы вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Дальше 3 столбика с одним накидом провязываем в центр круга. Первый, второй и третий. Делаем 1 воздушную петлю и сюда же мы провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Мы провязали первый ряд. Далее мы разворачиваемся и начинаем вязать второй ряд. Второй и все последующие ряды мы будем начинать с 5 воздушных петель. Это 3 воздушные петли подъема и 2 воздушные петли по рисунку. Поэтому в начале ряда у нас всегда будет 5 воздушных петель. Итак, провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Далее в предыдущем ряду мы вязали 3 столбика с одним накидом. В первый и последний столбик мы провяжем по 2 столбика с одним накидом. Итак, в первый столбик провязываем 2 столбика с одним накидом. В центральный столбик мы вяжем 1. И в последний третий столбик мы провязываем
2 столбика с одним накидом. Далее перед уголочком мы всегда будем вязать 2 воздушные петли. В сам уголочек мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же в уголочек провязываем еще 2 столбика с одним накидом. И после уголочка у нас тоже всегда будет 2 воздушные петли. Провязали. Далее с этой стороны мы все повторяем. Над 3 столбиками в предыдущем ряду нам нужно провязать 5 столбиков. В первый и в последний мы провязываем по 2 столбика с одним накидом. Итак, первый, второй. В центральный столбик мы провязываем 1. И в последний столбик мы опять провязываем 2 столбика с одним накидом. У нас получилось 5 столбиков с одним накидом. Далее в конце ряда мы всегда будем вязать 2 воздушные петли. И в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда будем провязывать столбик с одним накидом. Мы провязали второй ряд. Итак, мы разворачиваем вязание и начинаем вязать третий ряд. И так как я уже говорила, начало ряда у нас идет с 5 воздушных петель. Далее в предыдущем ряду мы вязали 5 столбиков с одним накидом. В этом ряду нам нужно провязать над этими столбиками 7 столбиков с одним накидом. То есть опять же в первый столбик и в последний столбик мы будем вязать по 2 столбика с одним накидом. Итак, вставляем крючок в первый столбик и провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше в следующие 3 столбика мы провяжем по 1 столбику с одним накидом. И в последний столбик мы провяжем 2 столбика с одним накидом. Таким образом у нас получилось провязать 7 столбиков с одним накидом. Далее мы довязали до уголочка, и перед уголочком у нас 2 воздушные петли. Теперь в уголочек мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. После уголочка у нас тоже всегда идет 2 воздушные петли. И теперь из этих 5 столбиков с одним накидом нам нужно также вывязать 7 столбиков. В первый и в последний столбик мы провяжем по 2 столбика с одним накидом. И в конце ряда мы всегда вяжем 2 воздушные петли. И в третью воздушную петлю подъема провязываем столбик с одним накидом. И мы провязали третий ряд. Далее мы начинаем вязать четвертый ряд. В начале ряда у нас все то же самое. 5 воздушных петель. И далее теперь из этих 7 столбиков нам нужно вывязать 9 столбиков с одним накидом. То есть вот этот вот, так назовем его листик, идет у нас на расширение. 3 столбика, 5 столбиков, 7 столбиков. И в этом ряду нам нужно провязать 9 столбиков с одним накидом. То же самое в первый и в последний столбик мы провяжем по 2 столбика с одним накидом. А в столбике посерединке провяжем по 1 столбику с одним накидом. Итак, первый столбик, 2 столбика провязываем.
Дальше в 5 столбиков мы провязываем по одному столбику. И в последний столбик опять провязываем 2 столбика с одним накидом. Довязали до уголочка. Перед уголочком у нас 2 воздушные петли. Сам уголочек мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. После уголочка опять 2 воздушные петли. И с этой стороны мы все повторяем. Здесь нам нужно провязать 9 столбиков с одним накидом. По 2 столбика с одним накидом мы провязываем в первый столбик и в последний столбик. В столбике посерединке провязываем по одному столбику с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. И в конце мы провязываем 2 воздушные петли и в третью воздушную петлю подъема столбик с одним накидом. И мы провязали 4-й ряд. Дальше мы начинаем вязать 5-й ряд. В начале ряда 5 воздушных петель. И в этом ряду мы будем вывязывать основу для нового листика. То есть вот мы провязали в предыдущем ряду 9 столбиков с одним накидом. На этом листик заканчивается. И с этого ряда мы будем формировать новые листики. Итак, для этого мы провязываем вот сюда, вот в эту арочку, вот в самую первую, столбик с одним накидом. Именно от этого столбика у нас пойдет расширение на новый листик. Дальше у нас 3 воздушные петли. И у этого листика теперь мы будем вывязывать, так скажем, бахрому. Итак, мы сделали 3 воздушные петли. Сразу же в первый столбик предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли. В следующую петлю вставляем крючок, опять столбик без накида, 2 воздушные петли, в следующую петлю столбик без накида, опять 2 воздушные петли, в следующий столбик, опять столбик без накида. То есть сейчас в каждый из этих столбиков мы провязываем столбик без накида и между ними по 2 воздушные петли. И довязываем последний столбик без накида. Вот так вот у нас получается. Так как в этом ряду мы формируем начало для новых листиков, то вот здесь вот перед уголочком и вот в эту арочку после уголочка мы также должны провязать основу для нового листика. Для этого мы делаем 3 воздушные петли. То есть вот мы провязали бахрому у предыдущего листика и сразу же провязываем 3 воздушные петли. Вот сюда вот в арочку перед уголочком провязываем столбик с одним накидом. И теперь уже перед арочкой все как обычно. 2 воздушные петли. В арку мы провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. После уголочка сначала 2 воздушные петли. У нас после уголочка всегда идет 2 воздушные петли. И теперь вот в эту арочку мы формируем основу для нового листика. Провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. И теперь с этой стороны мы тоже вяжем бахрому для листика. Вставляем крючок в первый столбик предыдущего ряда и провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли. В следующий опять столбик без накида, 2 воздушные петли. И провязываем так до конца листика.
в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем столбик без накида и между ними 2 воздушные петли. И в конце ряда нам также нужно сделать основу для нового листика. Мы провязываем 3 воздушные петли. Сюда вот в арочку сначала провязываем столбик с одним накидом. И теперь уже вяжем 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. И мы провязали 5-й ряд. Далее мы вяжем 6-й ряд. В начале ряда ничего не меняется, 5 воздушных петель. И теперь мы начинаем расширять листик, то есть там, где мы провязали столбик с одним накидом в предыдущем ряду, сюда мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Вставляем крючок прямо в столбик и провязываем первый, сюда же второй и сюда третий. Далее у нас 2 воздушные петли. Далее мы будем вязать рельефные столбики с 2 накидами, и между ними у нас будет по 2 воздушные петли. Итак, 2 воздушные петли мы провязали. Далее делаем накид 1, еще раз накид 2 и опускаемся на 2 ряда вниз. Первый, второй. То есть это тот ряд, где мы вязали 9 столбиков с одним накидом. И провязываем рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. Заводим крючок с изнаночной стороны. Захватываем столбик вот таким образом, чтобы у нас крючок был перед столбиком. Захватываем рабочую нить и выводим. Сейчас у нас на крючке 4 петли. Провязываем сначала через 2, затем еще раз через 2 и еще раз через 2 петли на крючке. Дальше 2 воздушные петли. Опять делаем 2 накида на крючок. 1, 2. Второй столбик мы пропускаем. Захватываем третий столбик также с изнаночной стороны. Сейчас мы провязываем рельефные изнаночные столбики. Вот таким образом захватили, чтобы у нас крючок был перед столбиком. Захватываем рабочую ниточку и провязываем через 2 и еще раз через 2. И повторяем еще раз. 2 воздушные петли. Опять 2 накида на крючок. 1 столбик пропускаем. Следующий захватываем и провязываем через 2, через 2, через 2. И еще раз 2 воздушные петли, 2 накида на крючок, столбики захватываем через 1 столбик, то есть первый столбик захватили, следующий пропустили, дальше столбик захватили, следующий пропустили, потом опять столбик захватили, следующий пропустили, далее следующий захватываем, провязываем рельефный изнаночный столбик с 2 накидами и последний раз 2 воздушные петли, 2 накида на крючок, пропускаем 1 столбик и последний столбик захватываем и провязываем через 2, через 2, через 2. Вот таким образом у нас получается. Далее у нас опять 2 воздушные петли, то есть в этом ряду, когда мы вяжем рельефные столбики с 2 накидами, в этом ряду у нас везде идут по 2 воздушные петли. Итак, 2 воздушные петли провязали. И не забываем, что здесь у нас растет новый листик. В этот столбик мы провязываем 3 столбика с одним накидом.
И перед уголочком вы уже знаете, что вязать. Это 2 воздушные петли. Дальше в сам уголочек мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. После уголочка мы также провязываем 2 воздушные петли. И дальше не забываем, здесь у нас новый листик. Сюда мы провязываем 3 столбика с одним накидом. И с этой стороны мы также начинаем вязать рельефные столбики с 2 накидами. Провязываем сначала 2 воздушные петли. Делаем 2 накида на крючок. Опускаемся на 2 ряда вниз. Захватываем самый первый столбик с одним накидом. Таким образом, чтобы у нас крючок был перед столбиком. И провязываем через 2 и еще раз через 2. И повторяем опять 2 воздушные петли, 2 накида на крючок, 1 столбик, вот этот мы пропускаем, захватываем следующий. И повторяем так до конца этого листика. Далее мы вяжем 2 воздушные петли. Здесь мы формируем новый листик в столбик с одним накидом предыдущего ряда, провязываем 3 столбика с одним накидом. И в конце ряда у нас ничего не меняется. 2 воздушные петли. И в третью воздушную петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом. И мы провязали 6-й ряд. Далее мы начинаем вязать 7-й ряд. В начале ряда 5 воздушных петель. И далее мы начинаем опять расширять наш листик. В предыдущем ряду мы провязали 3 столбика с одним накидом. В этом ряду нам нужно провязать 5 столбиков с одним накидом. Как это сделать, вы уже знаете. В первый и в последний столбик мы провязываем по 2 столбика с одним накидом. В средний столбик мы провязываем 1 столбик. И в последний опять 2 столбика с одним накидом. У нас получается 5 столбиков с одним накидом. Далее теперь здесь мы вяжем таким образом. Делаем 4 воздушные петли. 2, 3, 4. И теперь между 2 столбиков предыдущего ряда будем провязывать столбик без накида. И между ними 4 воздушные петли. Итак, первый столбик без накида мы провязываем между первым и вторым столбиком предыдущего ряда. Итак, заводим крючок вот сюда, вот прям под арочку между этих 2 столбиков и провязываем столбик без накида. Дальше опять 4 воздушные петли и столбик без накида в следующую арку. И опять 4 воздушные петли, в следующую арку столбик без накида. И еще раз. 1, 2, 3, 4. И у нас последняя арочка. Провязываем сюда столбик без накида. И дальше опять 4 воздушные петли. И мы расширяем листик. Провязываем 5 столбиков с одним накидом. Довязали до уголочка. Здесь ничего не меняется. 2 воздушные петли. В сам уголочек мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. И после уголочка опять 2 воздушные петли. С этой стороны мы опять все повторяем. Здесь мы расширяем листик, провязываем 5 столбиков с одним накидом, делаем 4 воздушные петли и провязываем сразу же вот сюда в первую арочку
столбик без накида, 4 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида, 4 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида, 4 воздушные петли и последняя арочка столбик без накида, 4 воздушные петли, расширяем листик следующий, провязываем 5 столбиков с одним накидом. И в конце ряда у нас ничего не меняется. 2 воздушные петли и в третью воздушную петлю подъема провязываем столбик с одним накидом. И мы провязали 7 ряд. Далее мы вяжем 8 ряд, в начале ряда 5 воздушных петель, и мы продолжаем увеличивать листик, и в этом ряду нам нужно провязать 7 столбиков с одним накидом. Провязываем по 2 столбика с одним накидом в первый столбик и в последний столбик, а в столбике, которые посерединке, мы провязываем по одному столбику с одним накидом. Далее здесь мы продолжаем также вязать 4 воздушные петли, и в арочке мы будем провязывать столбики без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4. И сразу же вот в эту первую арочку провязываем столбик без накида. Дальше опять 1, 2, 3, 4. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4. В следующую арку столбик без накида. И далее опять 1, 2, 3, 4. Здесь мы расширяем листик, провязываем 7 столбиков с одним накидом. И далее перед уголочком у нас ничего не меняется. 2 воздушные петли. В сам уголочек мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. После уголочка у нас сразу же идут 2 воздушные петли. Дальше здесь опять мы листик расширяем, провязываем 7 столбиков с одним накидом. И далее здесь мы вывязываем арочки из 4 воздушных петель. 4 петли провязали, вставляем крючок сразу же вот сюда в первую арку и провязываем столбик без накида. Опять 4 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И в следующую арку столбик без накида. Далее перед листиком опять 4 воздушные петли. Здесь мы продолжаем расширять наш листик и вывязываем 7 столбиков с одним накидом. В конце ряда ничего не меняется, 2 воздушные петли и в третью воздушную петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом. И мы провязали 8 ряд. Итак, мы начинаем вязать 9 ряд. В начале ряда у нас все то же самое, 5 воздушных петель. Этот листик мы продолжаем расширять, провязываем 9 столбиков с одним накидом. И далее здесь мы продолжаем формировать вот такие арочки. Провязываем 4 воздушные петли. И сразу вот у нас идет арочка, сюда мы вяжем столбик без накида. И опять 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в следующую арочку. И опять 1, 2, 3, 4. И сразу же переходим к следующему листику. И мы его расширяем, провязываем 9 столбиков с одним накидом. В центре у нас ничего не меняется. Перед уголочком 2 воздушные петли. В уголочек мы провязываем 2 столбика с одним накидом.
2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. После уголочка опять 2 воздушные петли. И с этой стороны мы также все повторяем. Сначала провязываем 9 столбиков с одним накидом. В первый и в последний столбик провязываем по 2 столбика с одним накидом. Далее здесь мы формируем вот такую же арочку, у нас должна получиться. После того, как провяжете 9 столбиков с одним накидом, провязываем 4 воздушные петли. Вот в эту арку вяжем столбик без накида. Опять 4 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. И еще раз 4 воздушные петли. И здесь мы расширяем листик. Провязываем 9 столбиков с одним накидом. И в конце провязываем 2 воздушные петли. И в третью воздушную петлю подъема провязываем столбик с одним накидом. Итак, довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Мы провязали 9 ряд. Далее мы вяжем 10 ряд. В начале ряда 5 воздушных петель. И так как в предыдущем ряду листик мы уже завершили, это были у нас 9 столбиков с одним накидом, значит в этом ряду мы формируем основу для новых листиков. Для этого вот сюда вот в самую первую арочку мы провязываем столбик с одним накидом, то есть отсюда у нас будет вывязываться новый листик. Этот листик мы уже закончили. Сейчас мы его будем обвязывать бахромой. Делаем 3 воздушные петли и сразу вот сюда в первый столбик вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Помните, как мы вязали в предыдущем раппорте? Вот у нас вот эта бахрома. Мы вяжем 2 воздушные петли и в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида и между ними по 2 воздушные петли. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли. Обвязываем полностью так весь этот листик. И дальше мы вяжем 3 воздушные петли. И вот здесь по центру у нас получается вот такая арочка. И вот в эту арочку центральную мы свяжем столбик с одним накидом. И это будет опять основа для нового листика. 3 воздушные петли. И сразу переходим к этому листику, обвязываем его. Столбик без накида, 2 воздушные петли. Столбик без накида, 2 воздушные петли. Обвязываем до конца этот листик. И так как в этом ряду мы формируем новые листики, поэтому не забываем перед уголочком вот в эту арочку и после уголочка вот в эту арочку мы тоже делаем основу для нового листика. Провязываем 3 воздушные петли вот сюда вот сразу в арочку вот перед уголочком провязываем столбик с одним накидом. Сюда мы будем вывязывать новый листик. И теперь уже перед уголочком 2 воздушные петли, в уголочек 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. После уголочка сначала 2 воздушные петли, дальше сюда вот в арочку вывязываем основу для нового листика, столбик с одним накидом, и дальше уже начинаем обвязывать листик. Провязываем 3 воздушные петли и вставляем крючок в первый столбик, вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли. Дальше 3 воздушные петли и вот сюда в центральную арку мы формируем
основу для нового листика. Провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. То есть здесь 3 воздушные петли, здесь 3 воздушные петли. И переходим сразу же к следующему листику. Столбик без накида, 2 воздушные петли. Столбик без накида, 2 воздушные петли. Довязываем так до конца этого листика. Дальше у нас 3 воздушные петли. Не забываем, что здесь мы тоже провязываем основу для нового листика. Столбик с одним накидом. И теперь в конце уже 2 воздушные петли. И в третью воздушную петлю мы провязываем столбик с одним накидом. И мы провязали 10 ряд. Далее мы начинаем вязать 11 ряд. В начале ряда у нас 5 воздушных петель. И вот в предыдущем ряду у нас связана основа для нового листика. Сюда мы в этот столбик с одним накидом провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И далее в этом ряду мы будем опять вязать рельефные столбики с 2 накидами, но уже мы будем вязать их лицевыми. Итак, провязываем 2 воздушные петли, делаем 1 накид, 2 накид. И теперь мы опускаемся на 2 ряда вниз и захватываем первый столбик таким образом, чтобы у нас крючок был за столбиком. И провязываем через 2, через 2, через 2. Почему в этом ряду мы вяжем рельефные лицевые столбики? Посмотрите, нам нужно провязать эти столбики таким образом, чтобы вот эта бахрома, которую мы провязали, была на лицевой стороне. То есть этот ряд, в котором мы будем вязать столбики с 2 накидами, у нас будет чередоваться. В первом ряду мы провязали их рельефными изнаночными. Сейчас во втором раппорте мы их вяжем рельефными лицевыми. В следующем раппорте, когда вы будете вязать, они будут рельефные изнаночные, потом будут рельефные лицевые. И так они с каждым раппортом будут меняться. То есть мы уже смотрим на шаль, где у нас лицевая сторона, с какой стороны у нас бахрома. И уже ориентируясь на эту бахрому, мы будем знать, какие столбики нам провязывать. Итак, в этом раппорте мы провязываем рельефные лицевые столбики с 2 накидами. Провязываем между ними 2 воздушные петли, делаем 2 накида. Дальше у нас ничего не меняется, мы провязываем все то же самое. Один столбик пропускаем, за следующий столбик мы вставляем крючок таким образом, чтобы у нас крючок был за столбиком. То есть это рельефные лицевые. И провязываем через 2, через 2, через 2. И опять вяжем 2 воздушные петли, 2 накида, один столбик пропускаем, за следующий провязываем. И еще раз 2 воздушные петли, 2 накида на крючок, один столбик пропускаем, за следующий. И последний раз 2 воздушные петли, 2 накида на крючок, последний столбик захватываем и провязываем. И в этом ряду, как вы помните, мы всегда вяжем 2 воздушные петли, поэтому дальше у нас идет 2 воздушные петли. И в предыдущем ряду, вот как видно, у нас провязан столбик с одним накидом. Это у нас основа для нового листика, поэтому сюда, в этот столбик, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Дальше 2 воздушные петли. И опять продолжаем вывязывать рельефные лицевые столбики с 2 накидами. 1, 2. Захватываем первый столбик, провязываем.
опять 2 воздушные петли, 2 накида на крючок, 1 столбик пропускаем за следующий. Раз, два, три. 2 воздушные петли между столбиками. И опять 2 воздушные петли. И вот опять в предыдущем ряду 1 столбик с накидом. Сюда мы вывязываем 3 столбика с одним накидом. Это у нас идет расширение на новые листочки. И перед арочкой здесь уже все. Вяжем то же самое. 2 воздушные петли. В арочку 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. После уголочка 2 воздушные петли. Здесь у нас формируется новый листик. Провязываем 3 столбика с одним накидом. И с этой стороны опять мы все повторяем. Вяжем 2 воздушные петли, 2 накида на крючок. Захватываем первый столбик и провязываем рельефные лицевые столбики с 2 накидами. Между ними будет по 2 воздушные петли. Обвязываем полностью здесь этот листик. Дальше делаем 2 воздушные петли. Вот у нас опять основа для нового листика. Сюда мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Опять 2 воздушные петли. Здесь мы вывязываем рельефные лицевые столбики с 2 накидами. Между ними 2 воздушные петли. Сюда опять не забываем 3 столбика с одним накидом. И в конце у нас 2 воздушные петли. И в третью воздушную петлю подъема провязываем столбик с одним накидом. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. И мы довязали 11 ряд до конца. Далее вы продолжаете вязать самостоятельно. Повторяем с 7 по 11 ряд. Там, где мы сделали основу для нового листика, здесь у нас идет расширение. То есть после 3 столбиков с одним накидом в следующем ряду у нас будет 5 столбиков, потом 7 столбиков и 9 столбиков. В первый и в последний столбик мы провязываем по 2 столбика с одним накидом, а в центральные столбики мы вяжем по 1 столбику с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. Далее, после того, как вы провяжете 5 столбиков с одним накидом, здесь над этим листиком мы будем провязывать вот такие вот арочки. Провязываем 4 воздушные петли и сразу же столбик без накида в первую вот эту арочку между 2 столбиками предыдущего ряда. Сюда провязываем столбик без накида и опять 4 воздушные петли, столбик без накида. И продолжаем так чередовать. Мы должны сформировать 1, 2, 3 арочки. В следующем ряду это будет 2 арочки из 4 воздушных петель. И потом будет 1 арочка из 4 воздушных петель. И потом, когда останется вот эта 1 арочка, в следующем ряду вы сюда будете провязывать 1 столбик с накидом. Это у нас будет основа для нового листика. Итак, после того, как мы полностью провязали весь листик, который состоит из 9 столбиков с одним накидом, это значит, что в следующем ряду нам нужно делать основу для новых листиков. Основа у нас всегда делается вот сюда, вот в первую, в самую арочку. Дальше между листиками, когда у нас будет вот здесь по центру 1 арочка. Обязательно вот здесь вот перед уголочком, вот в эту арку. И после уголочка вот в эту сразу же первую арку. С этой стороны мы тоже все повторяем. И в самом конце мы тоже не забываем вот сюда в эту арочку провязывать столбик с одним накидом для нового листика. Для того, чтобы связать кайму, работу нужно закончить 9 рядом.
В следующем ряду вместо столбиков с двумя накидами мы вяжем обычные столбики с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда и между ними по одной воздушной петле. В общем, вы повторяете вязать с 7 по 11 ряд. В описании под этим видео я оставлю для вас тайм-коды, по которым вы с легкостью сможете перейти на нужный вам ряд. Если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, обязательно напишите мне об этом в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, пишите комментарии, ставьте лайки, а также не забудьте поделиться этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием, всем удачи и до новых встреч!